Всем привет! В этом уроке покажу, как связать вот такую сумку своими руками. Для этого нам понадобится моток трубчатой пряжи. Вот он идет с таким наполнителем. У меня в этот раз моток фирмы Шики-Мики полиэстер. В мотке 35-38 метров и вес мотка 1 килограмм. Для начала нужно обработать край пряжи. Для этого мы отодвигаем немного саму ткань и отрезаем внутреннюю часть. Вот таким образом. Теперь мы можем легко завязать узелочек. Приступаем к началу. Значит, делаем вот такую петлю, заводим пальцы и подхватываем рабочую нить. Вот, выводим первую петельку. Таких петелек нам нужно сделать 8. Заводим опять внутрь пальцы, подхватываем рабочую нить и вытягиваем. Старайтесь делать одинакового размера их. 3. Нам нужно сделать 8 петелек. Готово. Проверяем. Вот я считаю перемычки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 перемычек. 8-ю петельку мы просто разворачиваем. Сейчас нам нужно будет провязать по кругу по одной петельке. Вот за эти полукосички. Показываю. Заводим просто с изнаночной стороны пряжу. И вытягиваем петлю. Продолжаем так по кругу. Петельки нужно делать одинаковыми. Вот я каждый раз сравниваю, чтобы они были ровные. Продолжаем до конца. Вот я дошла до конца ряда, у меня получилось 7 петелек. Вот эту последнюю, то есть наш узелочек, я в него не провязываю. Я рабочую нить вот так перевернула изделие и кладу сверху. Не вот так, а сверху. То есть тот хвостик, он останется внутри сумки, мы его потом спрячем. И теперь нам нужно провязать еще 7 петель с этой стороны. Эту пропускаем и параллельно нашей последней петле с той стороны провязываем первую с этой. Вот так. Опять-таки сверяем, чтобы одинаковый размер был у них. Готово. Всего должно получиться у вас 14 петелек. У нас будет узор косички. Для этого нам нужно будет поворачивать петли. Вот берем вот первый ряд, который мы провязали. Сейчас я поверну все петельки в одну сторону. Вот, допустим, вот у меня идет в правую сторону. Вторую петлю я тоже поворачиваю вправо. То есть с правой стороны идет более длинная часть и с левой короткая. Поворачиваю. Первый ряд, все петли поворачиваем в правую сторону. Я сделала одну сторону. Сейчас начинаю провязывать второй ряд. Показываю. Я завожу, вот рабочую нить разверну, чтобы удобнее было. Опять заводим пальцы, подхватываем. Вот вывели вторую петельку. Но для узора косички
нам нужно ее развернуть. Нижний ряд был повернут в правую сторону, вот, значит этот ряд мы повернем в левую сторону, вот сюда. Получается косичка. Следующую провязываю, вытянула и точно так же разворачиваю ее в левую сторону. Каждый раз проверяю, в правильную ли сторону повернула и одинакового ли размера у меня петельки. Продолжаю так до конца. Готово. Одну сторону я провязала. Проверяю, все ли правильно. Нижний ряд повернут в правую сторону, верхний ряд в левую. Теперь делаю то же самое с другой стороны. Первый ряд петли я проворачиваю в правую сторону, а второй ряд в левую. Первую петлю повернула вправо, вторую, третью и так до конца. Первый ряд с этой стороны готов. Приступаю ко второму. Завожу вот так рабочую нить и провязываю. Первая петелька повернула влево. Нижний ряд вправо, верхний влево. Еще одну поворачиваю влево. Всегда проверяйте себя. Все, 2 ряда готово. Приступаем к третьему. Так как второй ряд мы вязали в левую сторону, сейчас мы будем провязывать в правую. Вытягиваю петельку и поворачиваю ее в правую сторону. Следующая. Еще раз вправо. Если какая-то петля развернулась, ее можно всегда поправить и перевернуть. Обязательно проверяйте, не развернулась ли эта петля перед тем, как провязывать. Продолжаем так третий ряд до конца, провязывая все петли в правую сторону. Все, готово, 3 ряда. Кстати, по этому хвостику очень легко ориентироваться, где начало ряда у вас. Начинаем 4-й ряд. Провязываем петли в левую сторону. Одна,
вторая, повернула влево. Узор очень легкий, тут главное проверять на каждом этапе, чтобы петельки были повернуты в нужную сторону. Пятый ряд готов. Приступаем к последнему, шестому ряду. Провязываем, смотрим, все ли ровненько. Значит, шестой ряд мы провязываем уже в правую сторону. Заканчиваем шестой ряд и переходим к обвязке края. Я закончила с рядами. Вот можно изнутри проверить себя, посчитать косички. 1, 2, 3, 4, 5 и шестая петелька, вот она у нас сверху. Далее обвязка. Для этого берем нашу последнюю петлю, вот она у меня, там где выходит рабочая нить, и первую. Берем последнюю петлю и надеваем на первую. Вот, вытягиваем ее, заводим пальцы в первую петлю, подхватываем рабочую нить и провязываем. Берем следующую петельку, опять на нее одеваем ту, которую мы только что провязали, вот она, вытянули и провязываем рабочую нить. Готово. Вывели новую петлю, берем следующую, надеваем и теперь в эту провязываем. Мы делаем такую горизонтальную косичку. Продолжаем также до конца. Провязываю последнюю петлю и вытягиваю пряжу чуть-чуть побольше, чтобы сейчас, когда мы будем выворачивать сумку, она не развязалась. Выворачиваем и поправляем сумочку. Пока мы не завязали сумку и не сделали ручку, можно спрятать вот этот вот хвостик. Развязываем. Вот таким образом. Вот видите, с обратной стороны ничего не видно. Теперь вот этот хвостик осталось просто протянуть под перемычки. Ну, грубо говоря, спрятать. Вы можете сделать это по-своему. Я предлагаю его протянуть под вот эти перемычки. Некоторые производители такой пряжи добавляют в комплекте еще и нитку такого же цвета. Здесь, к сожалению, ее не было. Я ее поищу и, если нужно, то еще пришью, чтобы он точно никуда не делся. Дальше для удобства нужно отрезать пряжу. Для сумки длиной 56 сантиметров я оставила себе 4 метра пряжи. Остальное я просто отрезала и убрала в сторонку. Завязываем узелок и приступаем к ручке.
Для начала нужно вытянуть полностью пряжу. Вот последняя петля, которую мы провязали. Я полностью вытягиваю хвостик. Вот он. По краю сумки у нас идет вот такой узор. Нам нужно сделать точно такую же петельку и с этой стороны. Для этого вот находим такую же перемычку, как и здесь, в предыдущих рядах. Вот. Берем наш кончик пряжи и протягиваем внутрь сумки. В результате должна получиться такая же полукосичка, чтобы узор был одинаковый. Теперь заканчиваем, чтобы сделать эту полукосичку с внутренней стороны. Вот у нас перемычки, последний. Теперь вот сверху, вот за эту полупетельку и за ту косичку, которую мы только что сделали. Вот они. Вот показываю, как идет мой палец. Теперь протягиваем нашу пряжу полностью с изнаночной стороны. Вот сюда заводим. Вот точно так же, как у меня был расположен палец. Заводим пряжу и вытягиваем. Затянули. Обратите внимание, что у нас пряжа выходит сейчас на лицевую часть сумки, а нам нужно, чтобы она была сбоку, на торце. Для этого нужно ровно сложить сумку. Вот я ее переверну, вот мое донышко вот идет по бокам. Я проверяю, ровно ли я ее сложила. И вот самая последняя верхняя наша косичка, вот нам нужно сюда. Для этого берем, вот сейчас покажу вам на пальцах, вот и вот. Сюда я сейчас протяну конец пряжи. Протягиваю пряжу внутрь сумки. И поправляю. Должно получиться незаметно. Далее складываем сумку пополам ровно, чтобы видеть наши бока. Еще раз все проверяем. Вот он, последняя косичка. Вот она. Сейчас я в нее провяжу петлю. Вот. Вытягиваю, раздвигаю ее, вставляю пальцы и подхватываю хвостик. Есть. Это первая петля сумки. Поправляю. Беру опять рабочую нить и провязываю косичку. Вот. Еще одна петелька. То есть должна получиться одна такая цельная коса. Я провяжу 16 петель. В итоге это выйдет 56 сантиметров ручки. И буду соединять. Если вы хотите, чтобы ручка была длинной изначально, не нужно отрезать пряжу. Да, придется чуть дольше протягивать, но тогда вы сможете сделать ручку длиннее, так как моток большой и пряжи там хватит и на длинную ручку. Я закончила, вытягиваю полностью пряжу и сейчас делаю соединение. Для этого с этого торца мы находим, еще раз проверяю, вот оно идет дно, и вот смотрю, где идет боковушка. Вот. Находим так же, как и с той стороны, последнюю косичку, вот она.
петельку, косичку, как вам удобней. С этой стороны мы будем провязывать не в серединку этой петли, а под нее. Сейчас покажу, как это сделать. Заводим конец пряжи и вытягиваем полностью вот под эту петельку. То есть мы сделали одну полукосичку, и сейчас нам нужно вот таким образом сделать вторую половинку. Теперь заводим вот сюда остаток пряжи. Вот получается такой плавный переход. Далее с внутренней стороны сумки я также хочу сделать максимально одинаково. Вот здесь у меня есть перемычка. Сделаю здесь такую же. Нужно протянуть, вот сейчас покажу пальцем, под вот эти две перемычки. Потом завязываем узелок. Протянула и сейчас делаю узел. Вот здесь. Завожу еще раз пряжу. Вытягиваю. Также с этой стороны оставляю вот такую вот петельку и в нее. То есть мы просто завязываем узелок. Проверяю, ничего ли не видно снаружи. И теперь отрезаю лишнее и прячу конец пряжи. Также для сумки вы можете пришить магнитный замочек. У меня в наличии сейчас только обычный, поэтому я его пришивать не буду. Я жду магнитный замочек на вот такой кожаной подкладке. Мне кажется, что оно выглядит так аккуратней. Также будет интересно почитать ваши варианты замочков. Пишите в комментариях. Если остались вопросы, также пишите, с удовольствием отвечу. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!